Это видео по вашим вопросам, но пройдемся по факторе, тем или иным событиям, то, что вас волнует, и попробуем сделать вывод, совпадает ли то, что волнует вас, с тем, что волнует действующую власть, которая, по крайней мере, предположительно обещает заботиться о ваших интересах. А значит, ваши вопросы должны совпадать с ее целями и, соответственно, интересами. И давайте попробуем выяснить, совпадает или нет. Хронологически я составил определенный набор фактов. Тайный завоз мигрантов, кто открывает границы и зачем, собственно говоря, все это происходит. Ну, начнем с того, что рейды идут довольно активно, с 24 по 25, сотни задержанных на рынках, в общепите, на стройках, в банях. Были яркие, кстати, кадры там с участием дружины. Вопрос, если ловят их сотнями, то как они умудряются приезжать миллионами? Я напомню, также Бастрыкин подводил шокирующие просто цифры, что только в два города, Москва и Питер, за 24 год, за первые 4 месяца приехало 3 миллиона мигрантов. То есть там границы просто забиты в горизонт стоят, также это подтверждалась информация. Итак, 24-25 это после Крокуса, то есть, что называется, кровоточащая рана на обществе. У общества ожесточение, естественно, имеет место, но чистый миграционный прирост после этого вырос в разы. Нам изображают чистки, а их все больше и больше. Безвизовый режим и потоки. Десятые годы, начало 20-х, как когда-то сказал Децл, что года с 2005-2010, вот этот промежуток, пришедший к власти случайно, власть, ну это Децл так считал, он потом почему-то странно умер, она так осмотрелись, успокоились и начали лупить уже какие-то свои интересы, не сильно заботясь об общественности. О людях, о коренном населении, ну, видимо, стали заменять это самое коренное население, как считает в вашем лице коренное население, но продолжаем разбираться и так. Страны Средней Азии, то есть такой узкий выбор того, кого завозить, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, без виз, миллионы въездов ежегодно, ежемесячно, я поправил бы, но я собирал эту информацию такой больше объективной, потому что все это заминается. Это Бастрыкин один раз просто это озвучил, с тех пор ну, никто этого не озвучивает, и такие разговоры, их на территории России всего там то 3 миллиона, то 6 миллионов, ну, просто непонятно, куда они тогда деваются. По миллиону в месяц их заезжает в 2 города. Едем дальше. Пик трудовых мигрантов 6-7 миллионов и в 2012-2014 годах, к 2022-2023 год спад до 3-3,5 миллионов, но структура сохранилась 85-90% из 3 стран. Центральной Азии, соответственно, везут только одних и тех же. Ну, видимо, те, кто их везут, те и есть, те, наверное, может быть, и как-то и владеют властью, может быть, она уже давно в их руках, если вспомнить о неприкасаемости диаспор определенных, таких как те же Агаларовы, которые даже под следствие всерьез не попали после Крокуса, а примеров много. Хромая лошадь, в очередной раз напоминаю, зимняя вишня, там все руководство село. А Крокус, ад, который даже сравнить нельзя с перечисленными выше, там погибло больше людей именно от огня и плохой противопожарной безопасности, то есть там все горело, ничего не тушилось. А Галаровы песенки поют. Я реально, то есть это не фигура речи, один из них поет песенки. Просто больной какой-то. Вот даже если бы тебя это коснулось, и даже почему-то тебя не расследовали, но как-то мне кажется, что петь песенки... В общем, он поет песенки. Ну, азербайджанец он. Женатый вроде как на дочери президента Азербайджана. И, видимо, это как-то работает на территории Российской Федерации. Я что-то вообще не понимаю, как это должно работать, но это как-то работает. Экономический интерес, стройка ЖКХ, корпорации, застройщики и крупные девелоперы, ПИК и другие активно используют мигрантов для снижения затрат. Ну, по крайней мере, такая официальная, так это звучит, хотя у меня это вызывает большие сомнения, слишком много их завозят. Дэм, я бы предположил еще раз логически, что их скорее завозят для того, чтобы однажды посчитать и сказать, что государственным образующим народом является, ну не просто так завозят одних и тех же, прям вот страны, национальность, потому что, ну, накапливается в результате государство, образующий народ, давайте так скажем. Итак, демпинг, мигранты готовы работать дешевле, не подтверждающие. Вот тоже набираю вам эту информацию, тезисы я собрал, но с какими-то согласен, с какими-то нет. Дело в том, что и вы мне пишете, да и сам как-то вот это наблюдал. У них денег просто пачки. Из Индии приезжают и официально заявляют, что им будут платить 100 тысяч. Это очень хорошая зарплата. Москвичи, значит, от зависти, так сказать, слюньки ронять начали эти москвичи, ну а из всех других регионов как-то вот так вот съездили бы и поработали. Больше того, они приезжают в Москве работать из Индии. Какие-то малограмотные русские, не то что русский язык не знающие, то есть даже примеры, это даже не СНГ, то есть вообще отдаленно не знающие. И они типа приедут, им будут платить 100 тысяч, обеспечит их жильем и питанием.
Так из любого региона человек приедет, где забыли про эти регионы уже, там ни дорог, ничего, школы закрываются, естественно, наверное, любая семья приедет и с радостью устроится на работу, строить там или на уборку их имели в виду. Ну, то есть, враньем попахивает, вот, на мой взгляд, скорее для дестабилизации, может, их завозить. Ну, не знаю, в общем, делайте свои вы, я не знаю, куда их завозят. Их зачастую даже, может, их вообще не завозят столько, а просто намывают через них деньги, то есть, может, они мертвые души, давайте такой вариант. Но едем дальше. Итак, готовы работать дешевле, не дешевле. Люди рассказывают, которые имели к этому отношение. Спасибо, кстати, за эти комментарии. Мне пишут, что там по 100 тысяч... Сейчас, у них почасовка идет... Сколько-то... Забыл, вот мне написали, сколько-то тысяч. У них чуть ли не 5 тысяч в час, что ли. Колоссальные им деньги платят. Еще раз, ну давайте не забывать, кто является владельцами этих самых крупных застройщиков, тех или иных строительных управлений. Там такие же выходцы, зачастую, вот то, что мне попадались из Азербайджана. Так что, наверное, они своим хорошо платят, а почему нет? Так что насчет дешевой силы тут уже теряется, если помнить все нюансы происходящего. Итак, 25 год. Средняя зарплата мигрантов на стройке 117 тысяч рублей. Кстати, тоже неплохо, но не исключено, что и побольше. Хотя, вот, ну не знаю, пишите опять же, кто сталкивался. Но при 6-дневной рабочей неделе. Износ ЖКХ, дефицит дворников и рабочих до 50%, мигранты заполняют ниши. Не верю я в это, ну хорошо, давайте сегодня соглашусь. Ну просто их по миллиону в месяц. По миллиону в месяц, они просто пройдут по улице, даже убираться не надо, они затопчут и грязь, и снег, все что угодно. Их просто пусть ходят, миллион в месяц, это что это такое, через 3 месяца их 3 миллиона. Лоббирование, лобби. Крупные компании продвигают квоты. Я бы предположил еще раз, не для строительства, а так как там свои уже забросы. Ведь это даже в криминальные встречается, когда создаются анклавы, которые рисуют свою фиктивную компанию, может быть и строительную, и в нее начинают набирать своих земляков и рисовать им документы. Уже следователь, тот же Следственный комитет не единожды отчитывался, что находит вот такие фиктивные компании, которые ничего там не строят, не делают, и те, кто у них сотрудники, они не появлялись ни разу, то есть просто за деньги раздают это кому там, за деньги или не за деньги, ну, деньги звучат. Ну, может быть, не знаю, как они там звучат. Я к тому, что это может быть и частью просто такой уже внутри выстраивающейся структуры создания своих анклавов. Но, тем не менее, едем дальше. С 26-го лимит 50% иностранцев на стройках в большинстве регионов. Нормально. 24 год. Поворот после Крокуса. Март 24-го. То, что произошло в Крокусе. Исполнители таджики. Массовые рейды. Росгвардии, МВД, ФСБ по рынкам, стройкам, кафе. Уничтожение. Полиция получила право выдворять без суда. Закон 25-го. Ну, мы с вами отслеживаем, поэтому они выдворяют по одному, по 2 человека. Выдворение официально десятки тысяч с 24 по 25. Параллельно завозят, так черт, 24-й Бастрыкин говорит, завозят миллионы. На фоне произошедшего завозят по миллиону в месяц. Но он там, ну, наверное, первый, кстати, может быть, месяц, и не стану спорить, не помню статистику, это если попадалось. 24-25 статистика притока, несмотря на рейды. Январь-ноябрь 24-го чистый миграционный прирост 419 тысяч. Это только официально. Насколько они неофициальные документы покупают, еще раз, да, то есть масса этих раскрытых дел теми самыми и операми и ФСБ, и Следственного комитета, когда нам просто показывают, что у них нарисованные документы. Не говоря уже о том, что им квартиры тоже. А вот чтобы подарили, понимаете, вот в Подмосковье подарили квартиру. Ну, наверное же, чиновники не просто белины объелись, то есть взяли и начали дарить квартиры. Там семья обеспечена. Бастрыкин даже там возмущался. Ну, наверное, значит, это все уже какие-то договоренности взаимные. То есть эту квартирку просто разыграли, просто баблица откусили от бюджета в виде квартирки. Может быть, будем называть вещи своими именами. Что это, ну, часть уже конвейера определенного. Что, наверное, такая квартирка просто засветилась, шум кто-то поднял, где-то утечка была. Может, эти квартирки сейчас как, значит, только и отстреливаются, как с конвейера. В 4 раза больше, чем в 23-м. Ну, вот официалка такая. Лидеры. Таджикистан плюс 107 тысяч, Киргизия, Узбекистан. Только оттуда везут. Почему? Много стран, много есть, где и работать хотят. Более 2/3 долгосрочных мигрантов из Центральной Азии. Нелегалы, оценки, еще раз, ведь это же и трагично еще почему? Потому что, ну, у людей не очень хорошие воспоминания из-за того, что в этих самых регионах отстаньте русские, мы уходим из Советского Союза, ну, это фактура, это все доказано. Об этом документальные фильмы были, причем на федеральных каналах их крутили, особенно Таджикистан крутили. Это не значит, что там особенно происходило. Происходило, если вспомнить Чечню, воспоминания, там вообще вздрогнешь. Наверное, последний раз, сердце может не выдержать. Но суть не в этом. Суть в том, что эти регионы говорили, мы захотим свободу и вот будем драться. Ну вот какие-то из них получили свободу. Что дальше? Они приезжают в Россию, создают анклавы, хотят захватить Россию. С криками «мы жили, значит, захвачены»,
А если дальше копнуть в историю, то обычно как происходили захваты? Кто-то агрессивный, там какие-то делал набеги. И в результате, кстати, Израиль сегодня, который вроде как не очень ругают, он только тем и занимается. Как-то вот мне даже запомнилась их операция, когда были высоты, с которых их обстреливали. И как-то никого не предупреждая, такая была военная операция, пошли и захватили эти высоты и присоединили к Израилю. Могу я их за это осудить? С точки зрения логики не очень получается. Потому что, ну, когда разговоры не дают результата, там, переговоры, что-то, кто-то давит, ну, а стреляют, у них там мирные жители погибают. Потому что стреляют именно, ну, то есть там же вот этот религиозный вопрос. Они просто пошли, эту территорию захватили, чтобы ее контролировать. Потому что там те, кто там живут, они не хотят жить по цивилизованным меркам, не уважают по понятию страны. Ну, не знаю, ну, идите, подавайте заявление, оспаривайте существование Израиля. Кстати, его оспаривают, он частично признанный. Но это не значит, что по нему можно стрелять только потому, что вам хочется. Да, вот я еще раз к логике. Та самая Русь, древняя, она потому и развивалась, потому что она захватывала вот этих кочевников долбанных, которые задолбали. Для этого были приглашены князи, довольно воинственнейшие племена. Они могли дать в рыло так, что, извините меня, снизу что-то выпадало, и пар шел, и надавали. Ну, в общем... Разная была, так сказать, да, ситуация по успешности, но суть, в общем-то, наверное, понятна. То есть брали территории и да, насаждали свою власть. И в результате эти районы, регионы с какими-то историческими корнями другими, я, кстати, уважаю любые корни, но давайте не забывать, что, наверное, происходило не просто так. Вы жили такие всемирные, а к вам пришли там и, вот, значит, не взад поцеловали. Наверное, да, опять же, не хочется все народы под одну гребенку, ну, рассказывайте в комментариях свои истории. То есть, ну, как-то так иногда бывает. Все равно это наши предки, я вообще ни от чего им не в данном случае тогда говорю. Вот, я к чему? Освободились. Освободились, все счастливы. Зажили своей прекрасной большой жизнью, интегрировались в мировую экономику, и теперь визовый режим, и к ним я очень хочу получить визу и пожить в этих красивых, новых, современных городах. Так что ли? Я про Таджикистан сейчас, Киргизстан, Узбекистан, ну так? Что-то мне кажется, что не очень. И еще раз, это их население, даже если поверить в официальную версию, приезжает в Россию, потому что жрать им нечего. Освободились, блин. Да? Но возвращаясь к самому главному, а у людей этот триггер остался. Там резня была по национальному признаку. Частично признали, не признали. Полноценный геноцид был русского народа. Ну давайте так, по-честному. Ну не только русского, потому что по-хорошему там и украинцев, и русских. Ну то есть не своих. Да? То есть славян там резали, мама не горюй, направо и налево. Не сильно выбирая, там, ты украинец или русский, там, кого я больше не люблю. Нет, ты не узбек. Да, помните, как Софиева есть, писательница, она сейчас в Москве живет, хорошо себя чувствует, да? Ей приписывают, она говорит, мне приписывают, значит, только русской кровью очистится земля наша от многих лет рабства, значит, и живет в Москве. Ну, еще раз, она, допустим, это не принимает, она говорит, наговаривают. Ну, тогда пусть расскажет, а что она рассказывала. И живет в Москве, понимаете, видите, какое дело. Едем дальше. Региональный уровень. Договорники и защита. Мигранты, начальники на объектах нанимают своих, безусловно. Силовики и местные власти в отдельных регионах закрывают глаза на откаты и интересы. Примеры такие, как стройки в Москве и Московской области, рынки, где диаспоры контролируют поток. Да, они там все контролируют. Социальные замещения и последствия. Рабочие места, демпинг в строительстве, ЖКХ, доставки, торговли, школы. Новый для детей мигрантов на фоне проблем у местных. У местных закрывают, этим деятелям строят просто. Районы, изменения в облике, языковая среда, криминогенная обстановка, адский взлет процентов, потом пришлось закрывать. Вот Бастрыкин просто... Ну, я вот не знаю цель Бастрыкина, он один раз сказал как-то и замолчал. В 24 году высказал, сейчас 26-й. Ну как-то и все. Ну еще пару раз было, ну так уже в тексте все меньше, а там проценты, ну просто там сотни тысяч, там взлет против несовершеннолетних. Вот это разбирать, этому уделять надо внимание. И у меня такое чувство, чтобы где-то, может быть, отмыть свой, значит, прекрасный образ, потому что он понимает, что это, ну, как бы все под сукном держать невозможно. Люди же боятся по улице ходить, с ним же происходит, сарафанное радио никто не отменял. Поэтому надо было сказать, ну, вот для видимости еще раз, да, то есть вот борьбу ведем. Но они ведут так, что их все равно все больше и больше. Ну вот, Госдума обозвал. Госдума обиделась тогда. Диаспоры, влияние на локальную власть, рынки, силовики. Визовый вопрос и Афганистан. То есть дошли уже до Афганистана, кстати говоря, Индия. Формальные обсуждения ужесточения с Центральной Азией, но без виз сохраняется. Афганистан. Визы требуются, но обсуждаются смягчения, новости и потоки. Теперь оттуда везут. Мая 26-го талибы узаконили детские браки. Привет. Молчание девочки равно согласие. Отцы, деды решают за несовершеннолетних. Сейчас пробивают канал, они скоро приедут, так что ждите. Ну, то есть они уже приезжают, но это пока пытаются держать под окном, но факты косвенные уже присутствуют. Реакция зрителей, соответственно, ваши, дорогие мои, опасения за культуру и безопасность будущего. Я считаю, что обоснованно. Кому это выгодно в итоге? Крупный бизнес, дешевая рабочая сила, это ваше, я думаю, что. Ну, еще раз, тут он много меня искусственно оттолкнулся от официальных заявлений, потому что они же засыпают просто повестку. Нужны руки, они
ни Набиуллина, ее вообще никто не спрашивал, Руркина, они свою работу ведут, своих земляков тащат, конечно же, рассказы, вот это вот как мантру, геббельсовский этот метод, то есть 1000 раз повторить бредятину, тогда все в нее поверят. Кстати, пишите, верите или нет, если напишите верите, я вообще закрою тему, скажу, что да, ладно, нужны руки. Ну просто как это мне в голову втолкнуть, это никак не укладывается логически. Еще раз, куда они деваются по миллиону в месяц, какие руки-то? Из их рук уже можно строить высотные дома. Отправляющие страны, переводы, ну, они просто, многие экономики, кстати, держатся. Они так хотели свободы, что жрать им нечего, и они на вот этих обратных переводах, те, которые действительно работают, такие есть, естественно, это мы с вами видим, у них на этом вся экономика держится. Великую свободу получили, блин, я вообще балдею. Миллиарды долларов, ну, как бы и про Россию тоже есть что поговорить, да, но я про других. Вот те, которые, извините меня, за топоры и ножи брались, за боевые мачете. Значит, мочили направо и налево, дайте свободу, ну, получили, нате. И чё? И чё? Миллиарды долларов. Еще раз, я людей не обвиняю, я просто не людей обвиняю, я не людей обвиняю, а тех у власти. Привет всяким товарищам. Президентам и их дочкам тоже, и Агаларовым заодно. Миллиарды долларов в центральной, значит, в регионе Центральной Азии, часть элит регионалов, контроль над потоками, естественно, коррупционные схемы, безусловно, продажные менты, которые за 30 тысяч, я напомню, да, отпустили просто убийцу откровенную, который в розыске, Аббасов, который Ковалева ножом, сколько, 30 тысяч рублей, просто насколько же мелочное существо. Представляете, тут миллионы катаются, у этих Аббасов $1 миллион лежал дома. Я, черт побери, я бы этого мента, он 3,5, его еще практически не наказали. Ну, этот, который взятку взял, ДПСник. И он меня, знаете, что еще больше раздражает? Это просто упырь какой-то. То, что с этих ублюдков можно было взять, ну, я не знаю, ну, хоть бы $100 тысяч взял. Да у них $1 миллион лежал просто в квартире. Он взял 30 тысяч рублей. Представляете, какая... у меня с проституткой только сравнение. Ну, у него есть своя такса. И все. Ну, то такса так. Проститутка не может попросить больше, только потому что богаче клиент подъехал. Понимаете? Вот так. А люди потом себя не очень защищенно чувствуют на фоне таких историй. Население. Рост нагрузки, естественно, на инфраструктуру, конкуренция за низкоквалифицированную работу, ну, по сути, кстати, да, а вопросы безопасности, все равно же где-то, да, не просто отсиживаются они, работать все равно надо. Вопросы безопасности и идентичности, я помню, вот как пример из своей работы, в такси работал, ввели новые правила, то есть раньше там был get такси, была крутая штука, потому что там практически вот только клиент и водитель, все были, во-первых, местные, как правило, русскоговорящие, потому что там оценки очень много решали, и клиент тот самый делал свой выбор. Довольно жесткий. И эти мигранты тихонечко, значит, тусовались у забора и играли в какие-то свои точки, плешки-флешки. Вот. А зарабатывали, я на тот момент, вот так не соврать, если кто-то, да, из работяг, послушайте меня, я вам серьезно говорю, перепроверьте у кого хотите, порядка 10-15 тысяч рублей в день. А потом это перешло уже к диаспорам, которые имеют свой Яндекс, там какие-то эти приложения, все это сломали. Первое, что взлетело, тут же начали приезжать, значит, вот эти немые товарищи, немцы, как их назвали бы где-нибудь в Средневековье, да, то есть не очень хорошо понимающие по-русски, но с высокими оценками. Вот что было важно, там было очень много. Как ты подъехал, куда подъехал, как разговаривал, там и оценка самого клиента, и оценка самого приложения, как ты все выполнил, той или дорогой поехал и так далее. И всего этого они просто не могли выполнить, в силу того, что там, не знают культуры, не знают языка и так далее. Вот. А когда ввели только оценка от клиента, так они в своих общежитиях и нашипындрилили себе этих оценок. И я помню глаза даже клиентов, какое-то время вот подрабатывал, и вот где-то на концовочку, я помню, люди такие садились ко мне в машину, это было что-то новое, я так привык, садятся, там туда-то. Вот, а тут начали садиться, русский, поговори со мной. Как у меня был знакомый из Мариэлла, он однажды его гаишники остановили, а он говорил вот так, да отступись ты, вот он реально, это такой... Голубиный народ по-настоящему. И мент такой отдал ему документы, просто поговори со мной. Это реальный случай из жизни, давно это было. Вот сейчас уж, наверное, перебит весь глубинный народ, уже жрать-то нечего давно. Вот, и ко мне начали клиенты приставать, я такой, просто там типа, слушай, давай поговорим, а что как работаю? Просто потому что они устали ездить, значит, с андроидами за рулем, которые дорогу не знают. И они не знают, на каком языке спросить, как проехать, а эти не знают, на каком языке ответить, как надо проехать. Тем не менее, итак, цифры и реальность на улицах. И к вам, наверное, друзья мои, вопрос, чтобы я сделал следующий разбор видео. Заметили ли вы изменения в своем районе, стройка школ, состав населения? Как реально? Я вижу ваши комментарии, сильно не заваливайте, но по поводу населения, по поводу определенных, по крайней мере, тех или иных рынков, как когда-то было в анекдоте, да, стрелять можно везде, но только не в заповеднике.
Да, но в любом случае пишите, потому что, еще раз отталкиваясь от этого, делаю я такие видео, кто реально хозяин политики и на границах кто хозяйствует, высказывайте свои мысли, и тогда мы сможем продолжать эту тему. Еще, да, повторяю, то, что здесь, храни бог, искусственный интеллект, это видео практически, ну, с моим участием, с моими, конечно, дополнениями, но при помощи тех или иных моделей языковых, агента, который сканирует ваши комментарии, делает вывод, что вас вот эта тема тревожит. Плохо это или нет, я считаю неплохо. Еще раз, да, вот где-то, наверное, в мою сторону попадаются такие комментарии про негатив. Я вообще не живу негативом. Я сдерживаю улыбку, иногда прорывается, у меня могли заметить. То есть это не значит, что я несерьезно отношусь. Это значит, я абсолютно серьезно отношусь, что без улыбки на губе вы ничего никогда не добьетесь. Если унывать, то есть упаднические настроения не ведут к победам. А мой всегда призыв, чтобы у вас все сбывалось, чтобы все вы достигали своих целей, откуда бы вы ни были, как только вы человек, а не стадная какая-то обезьяна. Для меня вы святыня. Я обожаю всех людей, у меня нет таких там хороших, плохих наций. Есть вот эти агуски, которые слепливаются в какие-то нациообъединения, в какие-то этнобанды, этнодиаспоры. И этих, да, терпеть не могу, ненавижу. Всех остальных моих замечательных золотых, вас всех я обожаю, поэтому всем вам процветания, всегда есть выход. Главное, внутренний настрой. Внутренний настрой правильный, результат будет соответствующий. Поэтому процветания вам, вашим близким, мудрости, здоровья, и тогда мы обязательно с вами увидимся, если вы не забыли нажать там пару кнопочек, таким образом ответив мне также комплиментом на комплимент. Ну, это если есть желание. Увидимся на самом деле, кроме шуток, еще раз, берегите себя, времена не самые простые.